Всем привет! Давайте разберем, как исправить ошибку установки обновления драйвера Windows 11. То есть ошибка с кодом 0x80070103. То есть ошибка связана с установкой драйверов, которые поставляются через центр обновления Windows 11. Но, скорее всего, вы можете встретить ее и в Windows 10. Значит, разберем способами тайминг-коды под видео. Ниже ссылка в описании на текстовый сайт под видео, чтобы копировать команды было удобно. Скопировали, вставили. Так как в описании YouTube не все символы можно в описании вставить, и поэтому легче скопировать сайт. Значит, погнали. Первым способом нужно сбросить каталог центра обновления по умолчанию. То есть мы его сделаем чистым, и он будет как новый. Для этого запускаем командную строку от имени администратора, пишем в поиске cmd или командная строка, правой кнопкой мыши и запуск от имени администратора. Вводим все команды по порядку, и после окончания последней команды, то есть мы останавливаем, что мы делаем? Мы останавливаем службы, которые будут мешать переименовать папки. Это службы криптографии, служба интеллектуальная битс и служба обновления Windows. Но мы их потом запустим. То есть смотрите, если будет ошибка, что она не запущена, не переживайте. Также вот MCV тоже не запущена. Далее мы переименовываем папку с обновлениями. На конце MVP, можете на конце что угодно поставить, чтобы не сбиваться. Но везде стоит, во всех инструкциях в интернете стоит old, поэтому я решил по-другому, чтобы не было путаницы. Значит, нажимаем Enter. Так, уже с таким именем существует. Если у вас будет так же, вы просто напишите тут что-нибудь вот такое. Значит, нажали, вводим следующую команду. Так. Creators 2 папку переименовываем. Так, сейчас копирую. Так, тоже с таким существует, но на конце либо что. Это делает просто вы переименовываете папку текущую, а новая создается уже с чистым именем по умолчанию. То есть отказано в доступе. Почему-то. Ну, скорее всего, что-то запустилось. Ладно, пробуем дальше. Теперь запускаем, вернемся сейчас к этому. Теперь запускаем службы. То есть NetStart запущено. Далее запускаем еще все службы, которые мы останавливали. Я даже знаю, почему отказано. А нет, это не это. И сбрасываем Windshok Reset, то есть перестроим интернет. Ну, вот этой команды я не буду Enter нажимать, так как сейчас интернет отключится у меня и все остальное. Нажимаем Enter. После этого переходим в центр обновления Windows. А точнее, лучше перезагрузите компьютер и перейдите в центр обновления Windows и нажмите проверить наличие обновления. Устранена ли ошибка. Так, значит, по поводу папки Creator 2, значит, она почему-то не переименовалась. Значит, это делать, если вы не переименуете, значит, это нужно проделать в безопасном режиме. Так, они открыты в другой программе. Да, ну это надо перезагрузить компьютер, если у вас будет такая ошибка, как у меня, вот нельзя, отказано в доступе переименовать. Нужно перезагрузить компьютер и ввести команды все заново по порядку. Если же после перезагрузки компьютера опять будет отказано в доступе, это нужно уже загрузиться в безопасном режиме и проделать все команды заново. Но я не знаю, в безопасном режиме редко нужно загружаться, чтобы Creator 2 переименовать. Обычно просто хватает перезагрузки, так как данный какой-то процесс, взаимосвязь уже связана. Найти его взаимосвязь данного процессора, это может быть практически любой. Значит, после этого переходим к способу 2. Значит, проверим, автоматически восстановим целостность системы и файлы реестра.
Запускаем обратно командную строку от имени администратора, пишем в поиске CMD запуск от имени администратора. В командную строку пишем две команды по порядку. Это spc пробел /scannow. Нажимаем Enter, ждем окончания процесса. И вводим следующее. Я не буду вводить, так как процесс займет минут 5-7. И следующую команду вводим dism online clean and manage restore field. То есть восстановление из образа Windows. Далее ждем окончания процесса. Если имеются поврежденные файлы, какие-либо реестры, он их автоматически восстановит. Если, естественно, сможет, если это системные поврежденные файлы. Значит, если это не помогло, то переходим к установке необязательных обновлений. Там вы увидите свой драйвер, как его на картинке был Full Packet. Обычно связано с драйверами Intel, в последнее время на форуме Microsoft прочел. Переходим в центр обновления Windows. Переходим в дополнительные параметры. Windows 10 тоже также дополнительные параметры. Здесь будет необязательные обновления. И здесь, например, если у вас ошибка в драйвере там Full Packet USB, устанавливаете галочку напротив этого драйвера, и тут будет скачать и установить кнопку. У меня нет необязательных обновлений, я вам не смогу симулировать. Устанавливаете тот драйвер, который выдает ошибку. После этого перезагружаетесь и смотрите, устранена ли проблема и желательно нет ли проблем с USB, если это был USB драйвер. То есть проверьте работу установленного USB драйвера. Если это не помогло, то есть утилита, которая помогает от Microsoft, утилита, которая помогает скрыть данные обновления. То есть, смотрите, вы когда первым способом вводили, была ошибка, да, код ошибки, был просто код ошибки. Вы очистили каталог, сбросили обновление, потом появилась ошибка уже точечная, что это пакет USB. После этого, если установка необязательных обновлений не помогла, переходим на сайт. Я вынес специально в раздел, где можно скачать, добавил, точнее, в средства устранения неполадок. Вам все равно придется перейти на сайт. Вот устранение неполадок. И вот я сегодня добавил средства от Microsoft, которые можно скачать по прямой ссылке. И я залил на всякий пожарный в Яндекс.Диск. Ну, что значит по прямой? Можно проверить, где тут копировать ссылку и убедиться, что она вот ведет Microsoft.com. Нажимаем Enter. Так, значит, Edge почему-то странно ругается, а Chrome не ругался. Так, разрешаем, значит. Так, сохранить нажимаем. Так, он сохранил. Нажимаем. Далее. Далее будет обнаружение проблем, естественно, с драйверами, с необязательными. И после этого жмем скрыть, там будет написано обновление. Данную утилиту Microsoft у себя с сайта почему-то убрала, но ссылку на скачивание почему-то также оставила. Так, ну вот, нажимаем скрыть обновление. Так, вот обновление у меня есть, обнаружение для Microsoft Defender. Не знаю, чего, давайте нажмем проверить. Но вы должны скрыть то обновление, где у вас будет ошибка, например, Full Packet USB. И длинная строка, выделить галочкой и нажать далее. Тут может быть большой список. Сейчас посмотрим, есть ли в обновлении здесь. Ну ладно, нажимаем, в общем, далее. Я не буду скрывать это обновление, потому что нету смысла мне. Нажимаем далее, далее, далее. Выходим из инструмента. Переходим в
в центр обновления. Да, вот он, Microsoft Defender, то обновление. И далее вот эта вот ошибка будет скрыта. Некоторые пользователи на форуме Microsoft, у которых уже не получилось ничего сделать, они также заявили такую прикольную фичу, как что после всего проделанного, вот они скрыли обновление драйвера, ошибка устранилась, потом нажали проверить наличие обновления, и она появилась. Они нажали приостановить на 1 неделю, и через неделю они запустили, и ошибка она устранилась полностью. Вот такой вот мини-лайфхак от пользователей тоже Microsoft. Все, всем пока.